Вообще-то судно «Михаил Сомов» официально не носит название «Ледокол». Это научно-экспедиционное судно, которое может быть использовано при толщине сплошного льда до 70 сантиметров. Но если может колоть лед, значит ледокол. Мне удалось пройти на нем 5 дней в сентябре-октябре 2021 года на пути с метеостанции на мысе Челюскин в Тикси, поселок Порт в устье Лены. То, что удалось увидеть и узнать, я и передаю в этом небольшом репортаже. Свое путешествие через Таймыр я завершаю на полярном экспедиционном судне «Михаил Сомов». Да, на Михаиле Сомове несколько палуб. Мощное судно. Быстро все не обойдешь. Выход на пеленгаторную. Высота всех палуб почти 12 метров. Ширина 19, а длина судна 133 метра. Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» было построено в Херсоне в 1975 году. Название ему дали в честь известного советского исследователя Арктики Михаила Михайловича Сомова. Это дизель-электроход. Мощность двигателя 8200 лошадиных сил. Толщина ледового корпуса 44 мм. Водоизмещение 16 тысяч тонн. 8 июля 1975 года на Михаиле Сомове был поднят флаг СССР. И в сентябре того же года дизель-электроход прибыл в Ленинград, где его передали судовладельцу НИИ Арктики и Антарктики. Михаил Сомов принял участие в 21 советской и российской антарктических экспедициях. Трижды за свою службу он побывал в длительном ледовом плену. Локатор. А вот это ветрячок меряет силу и направление ветра. Настоящий компас. Он как запасной служит, аварийный на этом корабле. По-морскому правильнее называть его компас. Вот такая огромная фальшива здесь. В нее даже зайти можно. Запасных компасов на судне 2. Еще один аварийный. В 1977 году на судне достроили вертолетную площадку для Ми-8. Из Журавлева срочно подняться на мостик. Вот такой небольшой вертолет обслуживает все службы судна «Михаил Сомов». Отправляет людей на землю, забирает их, ну и транспортирует все грузы. Вертолет Ми-8Т, это из города Архангельска, базируется в Архангельске, в аэропорту Васькова. Летают по санзаданиям, по области. У них самолеты Л-410 есть и Ан-2. Вот, летают в Мизень, в Пертаминск, в общем, Лопшинга, Летняя Золотица, Верхняя Золотица. Летний берег Белого моря, в общем, обслуживают разные деревни, поселки труднодоступные, куда дорог нету. Все на растяжках крепится, чтобы, не дай бог, не скатился вертолет в море. В 1999 году Михаила Сомова передали на баланс Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. И теперь он стоит на службе полярных станций Северного морского пути, раз в год из Архангельска отправляясь на их обход. Завоз продуктов, топлива, смена зимовщиков.
В этом году сейчас буду полярную зиму в Архангельске дома на диване проводить. А только Вот, а так на Стерлигово был. Есть такая станция полярная. гидрографическая. Да, гидрографическая. Ну, контрольно-корректирующая станция системы GLONASS GPS. Их поправки даем в море. Множество рейсов совершают летчики. На судне работают асы своего дела, как вертолетный отряд, который выполняет посадку во время движения судна, так и экипаж корабля, который осуществляет разгрузку контейнеров. А по мотивам героического 133-дневного дрейфа Михаила Сомова у берегов Антарктиды в 1985 году не так давно был снят художественный фильм «Ледокол». В картине есть и часть вымысла, и поэтому Михаил Сомов там фигурирует как Михаил Громов. На судне может размещаться до 180 человек экипажа и экспедиция. Здесь много кают. Вот это каюта-то каюта! Во! Вот это да! Мягенько! Стол! На нем можно писать. Иллюминатор. Буду у окошка спать. Ой, шкафчики, все есть. Очень-очень уютная кабина. Фу, каюта, кабина. О, и зеркало. На судне такое большое количество разнообразных помещений, множество коммуникаций. Так просто не разобраться. И мне обещали, что второй электромеханик судна Игорь Кондратович проведет экскурсию в машинное отделение. Но это позже, а пока смотрю сама, что могу увидеть. На судне 2 столовых на разных палубах для экипажа и экспедиции. На самом деле Евгений не ел пряников уже год, даже больше.
Всю зимовку. Такого на полярных станциях. И не заботит. Вот так девчонки-повара заботятся о путешественниках. Пекли для нас. В Тиксе идем не быстро. Экипаж работает по разгрузке, по снабжению топливом на полярных станциях по пути. Судно напоминает, грубо говоря, детскую игрушку, корабль, только за место батареи генератор. И, соответственно, управление происходит отсюда. С помощью машинного телеграфа также здесь включаются главные генераторы, вспомогательные генераторы, в общем, сердцевина судна. Также выходит вся сигнализация о работе механизмов, как вспомогательных, так и главных. Все управление. Также ряд защит всяких различных. Но вот капитан что-то захотел сделать, да? Он взял ручку. И сюда пришла команда. Какая? Видите стрелочку, да? Капитан захотел остановить судно. Он в рубке дернул ручку в ноль. Здесь стрелочка пришла на ноль. И ход судна остановился. То бишь у капитана только команды. Все управление отсюда. Во-первых, это есть березка, в которую мы кричим, типа громкой связи, как он объявляет по судну. Только у нас конкретно с мостиком. Да? Обычный телефон, по которому он может позвонить. И если судно, не дай бог, обесточилось, то бишь электричества нет, ему в полной темноте. Существуют такие телефоны, в которых не надо ничего. Его крутишь, вырабатывается ток и говоришь по телефону. А вообще вот такое управление, это только, ну, оно везде сейчас такое, или это старое? Просто оно это... на и осталось. Нет, вот то, что у нас есть, да, на других судах, вы, конечно, вот таких не увидите. Вот. Но увидите что-то другое, более свежее, новое. Там, допустим, вот такие вот рации. Ну да, современно. Сколько кнопочек, это очень мало. Как вы в этом всем вообще разбираетесь? Да это уже с опытом все приходит. С опытом все приходит. Сколько выключателей, куда посмотреть. Да. В машинном отделении очень шумно, приходится надевать наушники. У нас токарка. Токарка, она же слесарка, где выполняются определенного вида механические работы. Также и сварочная. Также и сварочная. Сейчас мы спустимся с вами в
главное машинное отделение, которое генераторы работают именно на ход судна. И пройдем через вспомогательное. Пойдемте. Аккуратно только. В главном машинном отделении находится все то, что обеспечивает ход судна. Но судно это как маленький город, ведь тут и отопление, и водоснабжение, и канализация, все входит сюда. И вот все это снабжение идет уже из вспомогательного машинного отделения. Четыре основных двигателя, которые работают на ход судна. Мы перешли во вспомогательное машинное отделение. Это насосные станции воды. Электродвигатель, который толкает это все судно, на которое все работает, и рулевая установка, откуда поворачивает судно в ту или другую сторону. Пойдем? Тоже надо надевать, да? Ну, там можно не одевать, но там нужно взять фонарик и одеться, потому что пройти придется через улицу. Сейчас посмотрели, получается, главный двигатель, который обеспечивает ход судна, да, и вспомогательные, которые обеспечивают, ну, все дополнительные функции. А сейчас будем смотреть... Сейчас на рулевую колонку идем. Рулевая колонка. На рулевую колонку и поворот судна. Вот эти вещи смотреть будем. Трубы от всех дизелей. Выхлопные трубы? Выхлопные, да. Ну, нас надо будет куда-то газы куда-то откидывать, правильно? В атмосферу. Вот они идут наверх и фальш-трубы. Выхлопные трубы пронизывают все палубы. А это и есть фальш-труба, куда идет выход всех труб. Сейчас идем к грибному двигателю, который приводит в движение все это судно, на которое все работают главные генераторы. Это самое, что обеспечивает ход судна и маневровку. Там в этом помещении грибного электродвигателя стоит вот этот как раз электрический моторчик, постоянно вот только, который приводит. Представляете, моторчик какой он должен быть, чтобы он двинул это судно? Он находится ниже ватерлинии, под водой.
чтобы там находятся сальники. Вот. В гейтвуде, да, он проходит через, чтобы вода не попадала вовнутрь нашего судна. Он в специальном уплотнении, называется гейтвудно. Там и за вот этой переборкой уже винт. Сам гейтвуд, вот он. Здесь уплотнение, чтобы вода к нам из-за борта не пошла. То есть мы сейчас под водой. Мы под водой. Ну-ка посвети, чтобы не забнули. Происходит управление судна. Капитан захотел влево, пошло судно влево. Захотел вправо, пошло судно вправо. Рулевая машина, она электрогидравлическая. Электродвигателя качают масло, создается давление, и этим давлением поворачиваются цилиндры. Вот баллер руля, за которое плечо, за которое толкаем. Вот. Внизу на вал насажено перо. Перо сдвигается, из-за этого меняется направление судна под водой у винта. Великий ездит вперед-назад, влево-вправо. Это не так. Поворачивают такой же штурвал. Да, такой же штурвал. И у них меняется направление. То есть мы тут тоже можем повернуть, если... Это в крайнем случае, в аварийном. У нас есть аварийная рулевая машина. То есть у нас одна рулевая машина, вторая рулевая машина, еще и третья на палубе рулевая машина. Вот там вот гиперстовая труба, через которую проходит вал, на конец которого насажено перо. Как называется? Гиперстовая труба. Это морские термины такие специальные. Не-не, вы отсюда только снимите и все. Там в воде это уже есть перо руля, которое уходит. Мы его отсюда не видим. Вращает перо руля относительно вот так вот и движется. Спасибо. Не за что. Очень приятно, Чё, очень взаимно. интересно. Вы на корабле кем работаете? Мотористом. Как у вас проходит работа? Ну что, все хорошо, все работает. Давно на Сомове? 16-го года. Ну и как? Как? Отлично. Не покормили, и это там. На. Внимательно интересно. Морской заяц. Даже под корабль забрался. А там, видимо, сброс идет продуктов-то залежавшихся. Не подбирает. Вот снег пошел. Красота. Да, Грациозно. интересно. Он сейчас вылезал вот так по пояс из воды и позировал. С какой вы станции? Остров Олей. Сколько километров до ближайшего жилья?
У нас 140 где-то получается. Это настоящий штурвал, вот такой небольшой? А что это вы вот так сильно крутите? Да нет, просто в режиме сидящем, в простом можно по-другому переключить. Там как бы вот. Уже будет переключаться по-другому. Кому как удобнее, то Ага. так работает. И так легко, да, поворачивать? Вот такой вид из рулевой рубки, можно сказать, с капитанского мостика. Сейчас капитаном корабля является Виктор Гиль. Вот такой небольшой музей есть на корабле. Это старинная рынка, да? Она раньше здесь использовалась, а сейчас уже в музее. Надеюсь, все будет нормально, никто не сбежится. Череп мамонта? Угу. Вот это да. Да, это здесь были дюни. Вот и наступило время покидать корабль Михаил Сомов. Мы прибыли в Тикси 4 октября. Летчики Архангельского авиаотряда. Сколько на этот рейс пассажиров? Нет, каждый раз дают задание. Принял, все пришли. 7 будет еще. Вот, До свидания, Михаил Сомов. Тогда еще не знала, что на обратном пути с Чукотки Михаил Сомов попадет в свой еще один ледовый плен в проливе Вилькицкого, как раз недалеко от мыса Челюскина. Ему помогут проходящие суда, и только в декабре Сомов вернется в Архангельск. А мы приземляемся прямо на побережье, недалеко от метеостанции, которая расположена примерно в 7 километрах от Тикси. Море Лаптевых к востоку от дельты Лены. Вот и прилетели. Теперь будем ждать машину, которая отвезет нас в город, а точнее в поселок Порт Тикси. Вдали на горизонте стоит наш Сомов. Березка издалека сюда попала.
Поселок Тикси был создан в 1933 году как один из пунктов Северного морского пути. Это один из арктических портов России. В 70-х, 80-х годах здесь проживало до 12 тысяч человек. В 90-х население сократилось примерно наполовину. Люди уехали, оставшись без работы. От отопления отключали целые здания. Сейчас в поселке проживает около 5000 человек, поэтому половина домов в Тикси стоят нежилыми. Дома в Тикси разукрашены яркими, красочными рисунками, чтобы повышать настроение людей в суровые будни и погоды. Трубы воды, теплоснабжения, как в любом поселке Заполярья, выведены наружу, чтобы не подвергались воздействию вечной мерзлоты. В поселке много детворы, родители не боятся отпускать детей гулять одних. Работают и школы, и детские сады. Каждое утро по поселковому радио сообщают, какой класс не учится в связи с погодными условиями. Не только сильные морозы, но и пурга, когда не видно ничего дальше, чем за 2 метра. Все это служит причиной оставаться детям дома. В дни штормового предупреждения женщины работают только до 2 часов дня. На улицах просторно и безлюдно, и никаких пробок. Зимой здесь наметают очень высокие сугробы, такие, что можно не подойти к подъезду, не открыть дверь. Поэтому вот такие переходы длинные, высокие. Такой подход к подъезду. Тикси – один из арктических портов России. И здесь удобная бухта. Навигация длится всего 3 месяца. А еще отсюда ходит пассажирский теплоход «Механик Кулибин». Идет в Якутск 7 раз за навигацию. Сейчас люди живут здесь в основном вот в таких 5-этажках. Здания в условиях вечной мерзлоты стоят на ножках, чтобы отепляющее действие дома не растапливало грунт в вечную мерзлоту.
Здесь законсервировались добрые черты Советского Союза, традиции поддерживать историческую память. Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана на ледокольных пароходах «Вайгач» и «Таймыр» под руководством Великицкого открыла Северную землю. Первый сквозной рейс по Северному морскому пути был пройден в 1932 году на пароходе «Сибиряков» экспедиции под руководством Отто Юльевича Шмидта. А к Северному полюсу первым пришел советский атомный ледокол. Напоследок я решила подняться на небольшую сопку, которая расположена рядом с городом, чтобы обозреть вид сверху, почувствовать силу стихии. В метели сила ветра в Тиксе достигает 30 метров в секунду, а на сопках до 40 и даже больше. Ветры настолько сильные, что здесь невозможно применять для генерирования энергии ветряные ветрогенераторы. Была попытка поставить такой ветряк здесь, в окрестностях поселка, но он часто обледеневал, ломался, его чинили, но потом он вовсе отломался и в основании. Здесь что-то добывали раньше, но похоже, тот щебень, которым вымощены улицы Тикси, они брались, этот щебень брался с ближайших гор. Вот так выглядит сопка, на которую я поднималась. Тикси, в переводе с якутского, пристань, место встречи. Из Тикси я улетаю в Якутск и еще раз пересекаю Верхоянский хребет, но уже в меридиональном направлении и на самолете. До свидания, Якутия, я еще вернусь.